В эфире информационная сводка. С 0 часов по московскому времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточных частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Об этом сообщили в нашем Минобороны. Группировка войск «Запад» заняла железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области. За сутки продвижение российских подразделений на Купянском направлении составило более километра в глубину и до 2 километров по фронту. Об этом также сообщили в нашей Минобороны. При принятии решения о форме участия Путина на саммите БРИКС учтены обязательства ЮАР по римскому статусу. Об этом пишет ТАСС. Весной этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест президента России может приравниваться к объявлению войны. Россия будет рассматривать передачу Киеву F-16 как ядерную угрозу со стороны Запада. Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Цитата. «Наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет под доставку ядерных боеприпасов или нет. Сам факт появления таких систем у ВСУ будет рассматриваться как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере». Конец цитаты, сказал Гаврилов. Жители Сумской области эвакуируют тюрьму. Попавших под принудительную эвакуацию жителей соседней с приграничной Брянщины Сумской области Украины намерены до сентября расселить в одном из корпусов Гамалеевской тюрьмы. Переселенцы сильно возмущены, но не могут открыто высказать свое недовольство. Они боятся последствий от подобных своих действий. Испания отправила Украине 4 танка и полевой госпиталь. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Киеву переданы 4 танка «Леопард-2А4», 10 бронетранспортеров, несколько вездеходных бронемашин, а также усиленный полевой госпиталь. Сообщается, что Испания также передаст Украине партию легкого вооружения и боеприпасы уже этим летом. США оценили решение Российской Федерации, Индии и Китая по созданию новой валюты. Решение этих стран создать новую валюту – это протест против финансовой гегемонии США. Мораль здесь такова – наступает новая эра. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он отметил, что уже более 40 стран выразили желание использовать новую обеспеченную золотом валюту. Это золото находится в России, Индии и Китае. Россия никогда не откажется от целей, которые были объявлены в рамках проведения специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций. «Мы знаем, за что воюем. Пусть Запад каждый день обсуждает мнимое наступление Украины, создаваемые Россией сложности для контрнаступления и для достижения их целей. Освобождение всей территории до границ 1991 года», сказал глава российского дипведомства. Обвинение Киева в сторону Тбилиси приводит к ухудшению отношений. На этот раз премьер-министр Ираклий Гарибашвили напомнил украинской стране, которая постоянно что-то требует, что в прошлом году Киев был в числе стран-противников вхождения Грузии в ЕС. Заявление прозвучало в ответ на претензии главы фракции партии «Слуга народа» Давида Архамии касательно экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Гарибашвили акцентировал внимание, что Саакашвили при участии правительства Украины незаконно, напомним, в контейнере проник на территорию Грузии. Но Украина не торопится возбуждать дело о незаконном пресечении украинской границы. Гарибашвили также обвинил украинскую сторону в намеренной отправке Саакашвили по незаконному пути.